Today, on this most auspicious day, the appearance day of Srila Bhakti Rakhak Sridhar Goswami Maharaj, who is like our grandfather and great-great-grandfather for some. We're celebrating and remembering his holy lotus feet. Сегодня самый благоприятный день явления Шридхара Махараджа, Шрила Бхакти Раджак Шридхара Махараджа, который является нашим величайшим духовным дедушкой и духовным прадедушкой. It says in the scriptures that the grandfather is more merciful than the father. В Писании говорится, что дед любит своих детей, любит внуков даже больше, чем отец детей. The grandfather overlooks so many faults and details of our shortcomings and always just giving blessings and blessings. Дедушка любит внуков независимо, не замечая их недостатков и каких-то ошибок, шалостей, и просто постоянно благословляет их с любовью. Today we're missing Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj, whose specialty is Srila Sridhar Maharaj's life and pastimes, teachings. Сегодня здесь нет Госвами Махараджа, жизнь которого это учение и наставление Шрилы Шридхара Махараджа. He will be speaking in Vrindavan Dham and maybe broadcasting today. Без сомнения, он сегодня даст лекцию в Вриндаване, и, возможно, также будет трансляция этой лекции. We can listen later, hopefully. Надеюсь, мы сможем посмотреть ее позже. And in the meantime, we can try our best, heart and soul, to glorify our grand Guru, Srila Bhakti Rakhak Sridhar Goswami Maharaj. Сейчас же мы сами постараемся из всех возможных нам сил прославить нашего Парам Гурудева Шрилы Шридхара Махараджа. The only way we know about him is through our Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj and his devotees and followers. Мы знаем о Шриле Шридхаре Махараджа от нашего Гурудева Говинда Махараджа и его спутников и последователей. Srila Gurudev considered himself a one master dog. Шрила Гурудев говорил про себя: я собака одного хозяина. Sometimes referred to himself as his Guru Maharaj's goat, the goat of his Guru Maharaj, that you can cut my neck, you can do anything, I'm your slave, life after life. Иногда он описывал себя как словами: я жертвенный козел моего Гуру Махараджа. Он может приносить меня в жертву
в этой жизни и в последующих. Все, что он пожелает, может делать со мной. Srila Gurudev was Guru Maharaj, Param Guru Maharaj's fanatic, and he was proud to be a fanatic of his Guru Maharaj. Гурудев был фанатиком Шрилы Шридхара Махараджа, фанатичным последователем. И он очень гордился, когда его так назвали. Он очень гордился этим титулом, фанатичный последователь. Normally we associate with fanaticism as an unfavorable thing, but for Gurudev it became a beautiful thing. Обычно мы стараемся избегать фанатизма, и это считается чем-то негативным, но по отношению к Шриле Шридхара Махараджу Гурудев говорил, что это идеально быть фанатичным последователем Шрилы Шридхара Махараджа. It was Goswami Maharaj who told him, "You are such a fanatic for your Guru Maharaj." И именно Госвами Махарадж однажды обмолвился, сказал так, что вы фанатичный последователь Гуру Махараджа. And Gurudev was so proud. Yes, thank you. That's the best compliment you could ever give. И Гурудев очень обрадовался, услышав это. Он сказал, да, это лучший комплимент, который я мог услышать. We saw how Srila Gurudev gave his life and was the divine servitor of his Guru Maharaj. Мы видели, как Гурудев отдал свою жизнь Шриле Шридхара Махараджу и был божественным слугой его миссии всю жизнь. He spent his life and dedicated his life for serving Srila Sridhar Maharaj's mission, his deities and his devotees. Он посвятил всю свою жизнь служению Шриле Шридхара Махараджу, его божествам и его преданным. And would go to all lengths and suffer any austerity for this service. И он готов был пройти через все трудности, все неудобства, все виды препятствий ради служения Шридхара Махараджа его миссии. And in the late 80s, when the Western world started coming to Srila Sridhar Maharaj for consultation and shelter, Srila Sridhar Maharaj was not particularly willing to accept all these people, all these devotees, these different, even high-ranking GBC members and gurus of other missions. He was not interested in participating or giving shelter to them. В конце 80-х, когда весь западный мир стал приходить к Шриле Шридхара Махараджу за советом, чтобы получить его общение, сам Шрила Шридхар Махарадж относился к этому без энтузиазма. То есть даже каких-то высокопоставленных GBC и знаменитых гуру он принимал без особого энтузиазма, в общем-то, без желания иногда. After the disappearance of Shilesi Bhaktivedanta Swami, and it was Swami Maharaj Prabhupada's instruction for his disciples to go for consultation and instruction from Srila Sridhar Maharaj, they all came looking for help and guidance. Но, следуя наставлениям Шрилы Бхактивиданты Свами, его ученики стремились прийти к Шриле Шридхару Махараджу, чтобы получить наставления и помощь в духовной жизни. Поэтому учеников приходило все больше и больше. It was due to Srila Gurudev's mercy and prayer and pleading, Srila Sridhar Maharaj, please allow them to come, give them shelter, and accommodate them, and I will take all responsibility for them, and you don't have to think about anything. И лишь по милости Шрилы Говинды Махараджа, уступая его мольбе, Шрила Шридхар Махарадж принимал европейских последователей и гостей. Шрила Говинда Махарадж просил, пожалуйста, прими их, просто дай им свое общение, я позабочусь о всем необходимом, о их устройстве, жилье, питании. Srila Sridhar Maharaj was praised, especially for 3
very prominent qualities within him. И Шрила Шридхара Махарадж был знаменит и прославлен за 3 качества. His disinterested nature, strong common sense, and super intelligence. Его первое качество — отреченная природа, отсутствие привязанности к каким-либо материальным благам. Второе качество — это необычайно сильный здравый смысл, всепобеждающий здравый смысл. И Disinterested nature, strong common sense, and super intelligence. И невероятный интеллект. And his disinterested nature made him want to go in the background and not be a prominent person, not taking charge of groups of people. He wanted to stay in the back and give support and not be bothered by anything. И в силу этой отреченной природы Шрила Шридхара Махарадж всегда старался занять положение в отдалении. То есть он никогда не стремился стать лицом какого-то собрания или какого-то движения. Он всегда занимал положение немножко в стороне, и поэтому всегда сторонился больших собраний, больших мероприятий, большого положения. So it was only by Srila Govinda Maharaj Gurudev's mercy that the Western world was accommodated and accepted and even accommodated in the Math and allowed to stay and take shelter. Gurudev vowing to take responsibility for everyone. Поэтому лишь благодаря Шриле Говинде Махараджу, Шриле Гурудеву, западные преданные смогли приходить в Шри Чайтанья Сарасвати Матх, оставаться в Матхе на какое-то время. Благодаря его обещаниям и обетам, данным Шри Шридхара Махараджу, позаботиться и предоставить для них все необходимое. Srila Parama Guru Maharaj, Srila Shridhar Maharaj appeared in 1895 in Hapanya Dham, which is part of Goramandal. Шрила Шридхара Махарадж явился в этот мир в 1895 году в местечке под названием Хапанья, которое является частью Гаурамандалы. Goramandal is the area where Mahaprabhu appeared, and it's the holy dham of Navadip. Гаурамандала — это святое место, где явился Махапрабху и прилегающие окрестности. Just like Vrindavan and Navadip, they're non-different, and there you find in Navadvip Dham, Gauramandal, you find Govardhan, you find Radha Kund, Shama Kund, Govinda Kund, Nandagram, and Varshana. Гаурамандала не отлично от Вриндавана. Это и в Гаурамандале вы найдете все святые места, все ключевые места Вриндавана. Within Gauramandal, the area known as Varshana is Hapanya. И Варшана, Вриндавана, в Гаурамандале проявлена как Хапанья. Srila Gurudev considered Hapanya to be non-different from Hapanya, the birthplace of Shrimati Radharani. И Шрила Гурудев также подчеркивал это, что мы должны видеть Хапанью не отличной от Варшаны, место явления Шримати Радхарани. And Srila Gurudev went and discovered the actual birthplace of Srila Sridhar Maharaj and built a temple right in that very spot. Шрила Гурудев нашел место, непосредственно место, где родился Шрила Шридхар Махарадж, и на этом месте был построен храм. So in that spot we have our deities installed, Radha Gopinath and Mahaprabhu, and our Chaitanya Saraswat Mat running in remembrance of Srila Sridhar Maharaj in his holy birthplace. Божества, установленные на этом месте, Рада Гопинат и Махапрабху,
и вокруг них существует наш мат в Хапани, куда приезжают преданные Шри Чайтанья Сарасвати Матха. Srila Sridhar Maharaj was born in a very respectable Brahmin, Smarta Brahmin family. Their title was Bhattacharya. Шрила Шридхар Махарадж родился в очень знатной и уважаемой брахманической семье смарта браманов, титул которых был Бхаттачарья. His name was Ramendra Chandra Bhattacharya. Его имя по рождению было Рамендра Чандра Бхаттачарья. And in his house they spoke Sanskrit. Домашним языком был санскрит. He grew up speaking Sanskrit and Bengali, of course, and from his young age very much devoted to Mahaprabhu and Nam Sankirtan. Он вырос, разговаривая на санскрите и, конечно, бенгале. И с детства был предан Махапрабху и Нам Санкиртане. And there's a very significant Shiva temple called Bururaj Shiv in Jamalpur. Недалеко от места рождения Шрила Шридхара Махараджа есть очень важный храм Господа Шивы под названием Бурурaj Shiv. And this place is significant both to our Srila Gurudev's appearance and Srila Sridhar Maharaj's pastimes of bringing lotus flowers to that same Shiva regularly, picking a lotus flower and offering to that same Shiva. Этот храм имеет большое значение, большое место в истории явления нашего Шрилы Гурудева, и также он связан с Шрилой Шридхаром Махараджем, потому что именно в этот храм Шрила Шридхар Махарадж в детстве регулярно приносил цветок лотоса для поклонения Господу Шиве. That Shiva is where Gurudev's parents went and prayed for his son to come, for Shiva to allow one of his sons to come and descend in his family and appear in this world. И именно к этому божеству родители Шрилы Гурудева пришли с молитвами о сыне. И в ответ на эти молитвы Господь Шива дал им ребенка, которым стал наш Шрила Гурудев. It's about 6 kilometers apart, Hapanya and Vamanpara, and somewhere in the middle is Jamalpur, Bururaj Shiva. Место явления Шрилы Шридхара Махараджа и место явления Шрилы Гурудева находятся друг от друга где-то на расстоянии 6 километров, и где-то между ними как раз находится это храм Господа Шивы. Srila Sridhar Maharaj explained one day on his journey to Bururaj Shiv, he sat beneath a tree and saw the Vishvarup form of the Lord. Шрила Шридхар Махарадж рассказывал, что как-то он шел в детстве в этот храм Бурурaj Шива и на полпути немножко устал и присел отдохнуть под деревом. The universal form of the Lord. В тот момент ему явилась вселенская форма Господа. So after some time, and Srila Sridhar Maharaj was an excellent student, a law student, and very scholarly and very philosophical in nature, met with the Gaudiya Math members and Saraswati Thakur in 1930s, somewhere in the 30s. В юности Шрила Шридхар Махарадж учился в колледже на юриста и обладал необычайным интеллектом и искал встречи с различными духовными личностями. Так он повстречался с последователями Гаудия Матха, Шрилы Сарасвати Такура. Это было где-то в 30-е годы 20-го столетия. He would come and listen to Saraswati Thakur speak, listen so intensely that the Gaudiya Math members, the brahmacharis, began suspecting maybe he's some kind of spy. Он стал приходить на лекции Сарасвати Такура и слушать необычайно внимательно.
Он слушал настолько внимательно, что естественным образом брахмачари и ученики Сарасвати Такура решили, что так слушать может только шпион. Наверняка он какой-то правительственный шпион. Someone even stopped him from coming and wait a minute, who are you? And not to come. В какой-то момент при входе на лекцию его остановил один из брахмачари и сказал: молодой человек, вам нельзя, вы не можете прийти. Srila Sridhar Maharaj was very crushed and went to the Ganga and just contemplated everything and decided it's worth the toleration. Tolerating such an insult, he will tolerate, and it's for the higher purpose, and again tried to return. Шрила Шридхар Махарадж был шокирован этим поведением, и он ушел с собранием, пошел к Ганге и какое-то время размышлял над ситуацией и пришел к выводу, что какие бы необходимо было стерпеть унижения и сложности ради Сарасвати Такура, ради его возвышенных идей, он готов пройти через все. Saraswati Thakur also, please let him in, come in, please sit, welcomed him to come. И тогда Сарасвати Такур через какое-то время также признал его и сам заботился о том, чтобы Шрила Шридхар Махарадж попадал на лекции без проблем. And he received his initiation and became Ramendra Sundar Prabhu. И через какое-то время Шрила Шридхар Махарадж получил посвящение и имя Рамендра Сундар Прабhu. And then Ramananda at one point. Затем в какой-то момент он был переименован в Рамананду. Then, I believe in 1936 or so, he received sannyas from Srila Saraswati Thakur. И спустя через какое-то совсем небольшое время, кажется, в 1936 году, он получил саньяс от Сарасвати Тхакура. Named him Srila Bhakti, Shri Bhakti Rakshak Shridhar. И имя Бхакти Ракшак Шридхара. The guardian of devotion. Bhakti Rakshak is guardian of devotion. Бхакти Ракшак значит хранитель преданности. Saraswati Thakur saw in him the ability to live up to the dignity of devotion, bhakti, Gaudiya Vaishnav ontology, and gave him that guardian service of protecting the dignity of the mission. Шрила Сарасвати Такур видел в Шриле Шридхаре Махараджу способность сохранять чистоту и доблестность идеалов вайшнавизма, и поэтому он дал ему это положение хранителя, защитника преданности, защитника высоких идеалов. And he was a very active preacher in the Gaudiya Math, traveling the length and breadth of India, preaching fluently in Sanskrit, Bengali, Hindi and English. Он был очень активным проповедником Гаудия Матха, путешествовал вдоль и поперек Индии и проповедовал свободно на санскрите, бенгале, хинди и английском. He could go to universities, speak to kings and VIPs, and be accessible to one and all. Он путешествовал по Индии, выступал в университетах, встречался с королями, различными важными персонами Индии и был одинаково доступен и понятен и тепло встречен всеми. He would often his god brothers would come after Saraswati Thakur's lectures and ask Srila Sridhar Maharaj to reiterate everything Saraswati Thakur said. Он глубоко понимал своего учителя, и часто после лекции Сарасвати Такура даже старшие ученики Сарасвати Такура приходили к Шриле Шридхару Махараджу и просили его объяснить то, о чем говорил сегодня Сарасвати Такур. It was like he had
completely memorized every word, every thought, every concept, and he'd reiterate everything perfectly. Он мог запоминать дословно все, что слышал от своего духовного учителя, и мог объяснять самые глубинные идеи. He wrote many compositions in Sanskrit, Bengali, and English. Он также написал множество произведений на английском, санскрите и бенгале. Songs, compositions, poetry, books, commentaries. He did it all. He wrote it all. Он писал поэзию, писал поэмы, писал стихи, писал статьи, комментарии, все различные виды вайшнавских произведений. He revealed the inner meaning of the Gayatri Mantra, which was never heard by anyone before. Также он явил внутренний смысл Гайатри мантры, одной из ключевых ведических мантр, смысл которой не был явлен до него никем. His commentary on the Chatur Sloki in Srimad Bhagavad Gita is world famous for being topmost, taking the teachings to Madhura Rasa. Его комментарий на 4 ключевых шлоки Бхагавад-гиты известен во всем мире как самый возвышенный комментарий на шлоки гиты, связывающий гиту с самыми возвышенными идеями Мадхура расы. And considering himself, comparing himself to like a honeybee, he collected all types of nectar revolving around the topic of Sharanagati, and collected all these beautiful verses and thoughts from our previous acharyas, the Supreme Lord, and compiled the Prapana Jivanamrita. Он сравнивал себя с пчелой, собирающей капли нектара, которые вкушают величайшие преданные. И из этих каплей нектара он составил книгу Шри Прапана Дживанамрита, описывающую стадии и составляющие полного предания Господу. This book is read and worshipped by devotees all over the world as like textbook on the topic of surrender, how to surrender, all the limbs of surrender and everything relating to surrender. Эта книга почитается преданными во всем мире как ключевая книга по самопреданию Господу, в которой описываются все составляющие полного самопредания себя Господу. It's considered to be one of the most important books to see the light of day. И ее иногда описывают как одна из, или даже самая важная книга, когда-либо явленная в этом мире. And if you travel to different mosques, you'll hear devotees singing Pranamami Sada Prabhupada Padam Jai Sachinandana Suramuni Vandana. So many songs he wrote. Во всех гаудия масках в Индии и в мире, если вы придете, вы услышите, как преданные поют песни, написанные, баджаны, написанные Шрилой Шридхара Махараджем. Пранамами Сада Прабхупада, Пада и другие. And I believe that Guru Parampara song Saraswati Thakur wrote. So we are so in debt and ever grateful to our grandfather Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj, and pray he will smile down upon us all, bless us all today. Мы в величайшем долгу и перед нашим Парам-Гурудевом Шрилой Шридхарой Махараджем и испытываем величайшую благодарность, потому что именно благодаря нему мы обрели связь с сознанием Кришны. Мы надеемся, что он
прольет на нас свою милость и улыбнется, видя, как мы пытаемся прославить Его в день Его явления. We're ever appreciating his lectures in English, which have been translated into Russian, so many languages, even they've been translated into Bengali. И величайшую ценность представляют его лекции, которые он дал на английском, и теперь они также переведены на русский, и они даже переведены на его родной язык бенгали с английского. Srila Gurudev said so much has come out from him in English, it's not even available in Bengali. Шрила Гурудев говорил, что он дал столь многое на английском, что даже на Бенгале нет такого богатства, и необходимо перевести с английского на бенгалий. Things we've never heard him say before. They've come out in English, and all these discourses and classes with the Western devotees coming, asking so many questions. Многие вещи, которые ученики, жившие с Шридхарой Махараджем долгие годы, никогда не слышали от него на бенгале, были впервые произнесены Гуру Махараджем на английском, когда приходили англоговорящие преданные и задавали свои вопросы. His English is so perfect and so beautiful, and all his words are like sutras, phrases that are full of power and full of beauty. Английский Шрила Шридхара Махараджа необычайно прекрасен и совершенен, и его слова, подобные поэтическим афоризмам, необычайно четко и глубоко описывающим суть вещей. He was known to always speak the truth. Он был известен как человек, всегда говорящий только правду. And at first he felt must tell the truth no matter what. И сначала он считал, что нужно говорить только правду, только правду, несмотря ни на что. And later he decided actually it's higher and more merciful to speak the truth that is pleasing, that is palatable. Но позже с опытом он осознал, что необходимо говорить правду и только правду, но только ту, которая приносит радость и пользу. Mercy is above justice. Этот принцип был также выражен афоризмом «милость выше справедливости». He gave in Sri Guru and His grace the universal understanding and conception of Guru. В книге Шри Гуру его милость дается глобальное объяснение феномена гуру и этого, что такое, что есть гуру, вселенское понимание. Completely smashing sectarian concern, consideration, mentality. В этой книге полностью разбиваются сектантские представления и заблуждения о том, что есть гуру. Explaining from the beginning who is Guru, what is Guru, and everyone must have a proper understanding and how Guru is a function of divinity, it's a function of Krishna. В этой книге, начиная с самых простых вещей, объясняется вся глубина понятия гуру и дается понимание, что гуру есть проявление божественного в этом мире. Гуру — это то, как Господь являет себя в этом материальном мире. И говорится, что не всем необходим гуру. Explained how Krishna Acharya Mambijaniya, he is the original guru, and from him a divine agency, a flow is coming out, and coming out as revealing himself in an infinite variety of forms. Кришна говорит: Ачарья Мамбаджанья, я изначальный гуру, из меня исходят все остальные учителя и гуру мироздания, и они, беря начало во мне,
проливают милость на все мироздание. So giving so much light on the subject and broadening the vision and teaching the highest conception, properly adjusting everyone's mind. That was his mercy upon everyone. Это также одно из проявлений милости Шрилы Шридхара Махараджа. Он развеивал заблуждения, какие-то костные, чреватые представления о духовной жизни и давал представление о духовной жизни в правильном, благоприятном, перспективном ключе, более глубоком и более вдохновляющем. He was always chanting Dayal Nitai, Dayal Nitai. Гуру Махарадж всегда повторял Дойл Нитай, Дойл Нитай. And someone asked, why all this Dayal Nitai all the time? И однажды его спросили, почему вы постоянно говорите Дойл Нитай? And he thought and said, by the mercy of Nityananda Prabhu, he's harmonizing everything. Anything wrong, anything imperfect, anything that needs proper adjustment. I'm chanting Dayal Nitai and everything's getting well adjusted and perfectly situated. На что Гуру Махарадж ответил, потому что я призываю милость Дойл Нитая, Нитянанды Прабху, который способен сгармонизировать то, что невозможно сгармонизировать, и связать с божественным то, что невозможно связать с божественным. То есть самое гармоничное и самое преданное начало. We are ever in debt to Nityananda Prabhu's mercy, allowing us to take shelter of Srila Sridhar Maharaj. Поэтому мы также в долгу перед Нитянандой Прабху, по милости которого мы смогли принять прибежище у Шрилы Шридхара Махараджа. When Srila Sridhar Maharaj left the Gaudiya Math, he was going to go into complete seclusion and not mix with anybody and not take disciples. В какой-то момент, когда Шрила Шридхар Махарадж вынужден был уйти из Гауdiya Матха, он принял решение поселиться в полном уединении, не соприкасаясь с людьми и не принимая учеников. And he went to Ekachakra, Birachandapur, to the birthplace of Nityananda Prabhu and offered his prostrated obeisances. Он отправился в Экачакру, место явления Нитянанды Прабху, которое находится в Вирачандрапуре, и предложил свои полные дандаваты Nityananda Prabhu. And he prayed for Nityananda Prabhu's blessings, but at that same time received some type of inspiration and heard some type of voice of Nityananda telling him, why should I give my mercy to you when you are not giving to others? И он молился о милости Нитянанды Прабху, но в ответ получил некое вдохновение, которое можно выразить посланием. Ты просишь о милости для себя, но не делишься, не раздаешь милость другим. Ты принимаешь все для себя. Srila Sridhar Maharaj described this as some kind of inspiration he received when he went to Ekachakra and paid his obeisances. He received this message in his heart. И именно там, в Экачакре, Гуру Махарадж получил это вдохновение, этот толчок к необходимости начать какую-то миссию, какое-то проповедническое в общем, проповедовать. So, after this experience, he thought deeply and decided in a very small, modest way, he will begin to accept a few disciples. И с величайшим смирением, скромностью он принял решение принять несколько учеников. He went to Kolardanga, Kolarganj, where our Chaitanya Saraswat Mat is situated in Navadvip Dham, and began there.
он отправился в Навадвипу, в Калерганж, место, где сейчас находится Шри Чайтанья Сарасвати Мат, и поселившись там, основал Шри Чайтанья Сарасвати Мат и принял несколько первых учеников. And he was living in a thatched hut and erected a very tall bamboo pole with a flag on top. Первым зданием Шри Чайтанья Сарасвати Мата была бамбуковая хижина, к которой он прикрепил очень длинный бамбуковый ствол, на который повесил флаг. That's when he wrote Srimad Chaitanya Saraswati Mat Udgita Kitir Jaya Shrim, how the glories of the Mat are and how all the residents there were busy serving in the line of Rupa, chanting the glories of Mahaprabhu and Radha and Krishna, and in this way describing the grandeur of the Mat when it was just a thatched hut with a little bamboo pole and flag on top. И в то же время он написал стихотворение, прославляющее Шри Чайтанья Сарасвати Мат и его жителей, последователей, которые следуют высочайшим идеалам Рупы Госвами и преданности Шримати Радхарани. And someone commented, such a grand sloka and description for such a humble arrangement you have here. И кто-то пошутил, сказал, что такое величайшее прославление, прекрасная поэзия, написанная по поводу лишь установления бамбукового флага и бамбуковой хижины. But we are seeing now, this all came true, and what a grand divine abode it is for all of us, our Mother Mat, Chaitanya Saraswati Mat, in all its glories. Но спустя какое-то время слава Шри Чайтаньи Сарасвати Матха была явлена, и сейчас для нас и для преданных по всему миру это является самым дорогим домом, самым возвышенным местом, главным матхом Шри Чайтаньи Сарасвати Матха. Srila Gurudev was there from the beginning days. In 1947, he met the devotees of the Chaitanya Saraswati Mat on their preaching and said he was brainwashed by the brahmacharis and brought back to the mat. И Шрила Гурудев присоединился к миссии, к матху практически с момента основания, в 1947 году. В его деревню пришли брахмачари, проповедники Шридхара Махараджа, и как описывал сам Гурудев, промыли ему мозги и запроповедовали его, в общем, чтобы он пришел в миссию Шридхара Махараджа. Srila Gurudev was working in Nadangat as a doctor's assistant, and the Chaitanya Saraswati Mat brahmacharis came in that place and were giving discourses. В небольшом городке, неподалеку от места, где жил Шридхара Махараджа, молодой Гурудев работал помощником доктора в чем-то типа местной больницы, и как раз туда пришли проповедники Шри Чайтаньи Сарасвати Матха и рассказали о послании Шридхара Махараджа. Srila Gurudev was stunned by the effulgence of the brahmacharis, Sudarshan brahmachari and others. They were very strong and very powerful and very effulgent. And giving lecture, he said he was reminded of the assembly of Raja Bhirambir in that pastime of Srinivasacharya, giving Bhagavatam discourses. Шрила Гурудев был очарован красотой и сиянием проповедников, и слушая их лекции, он вспоминал о
о чтении Шримад Бхагаватам в Шринивасачарьи на приеме у великого царя того времени. И ему казалось, что эти преданные подобны Шринивасачарьи, настолько они прекрасны и возвышены. And he said those brahmacharis told him, you are not this body, and you are not anyone's employee, you don't belong to this world, you are spirit soul, Nitya Krishna Das, and give it all up. И брахмачари научили Гурудева, что он не есть это тело, он не есть чей-то работник, он душа и должен стремиться к высочайшему духовному благу. So Gurudev said that's how they brainwashed him, and he quit his job and he swam with them across the Ganga and met Srila Sridhar Maharaj. That was 1947 on Nrsimha Chaturdashi. Так они запроповедовали Шрилы Гурудева, и Гурудев решил оставить все и, переплыв с ними через реку, оказался впервые в Шри Чайтанья Сарасвати Матхе. Это было в 1947 году. At that time there was one building constructed where Mahaprabhu lived in Giriraj and Srila Sridhar Maharaj. И в то время Шри Чайтанья Сарасвати Матха было одной лишь бамбуковой хижиной, в которой жил Шрила Сридхар Махарадж, Гирирадж и Махапрабху. And Gurudev said when he first saw Srila Sridhar Maharaj, he was taken aback by his beautiful, auspicious form, and very tall, very aristocratic, and looking very much like who he conceived of as Sanatana Goswami. What he always imagined Sanatana Goswami to look like, he said Srila Sridhar Maharaj was like that. Когда Шрила Гурудев впервые увидел Шрила Сридхара Махараджа, как он сам описывал, он был ослеплен его красотой, его величественным видом, аристократичным видом. Он был очень высок, очень прекрасен и, как говорил Гурудев, выглядел так, как он всегда представлял себе Санатана Госвами. So Srila Sridhar Maharaj met with Srila Gurudev, who was at that time Dharma Das. He was born as Dharma Das. Dharma was his original name. Whose name? Gurudev's childhood name. Гурудева в детстве звали Дхарма Дас. Спустя какое-то время в Джаганнат-Пури на праздник Радха-ятры Шрила Гурудев получил посвящение и имя Гауриенду Brahmachari. Гауриенду Brahmachari. And one of his first instructions was that you will follow me or you will follow your mind. И один из первых вопросов, который Шрила Сридхар Махарадж задал Гурудеву, это ты будешь слушать себя или будешь слушать меня или будешь слушать свой ум. And Srila Gurudev said, yes, I follow you, not my mind. Готов ли ты слушать меня и не слушать свой ум? И Гурудев с готовностью ответил, да, я готов полностью. Also, Srila Gurudev had to forget everything he ever learned before, because he grew up in a Gaudiya Vaishnava family, knew all the songs of Chandidas, Vidyapati, Jayadev Goswami, and Srila Sridhar Maharaj. You have to forget it all, and you learn from me everything from new, from start. Шрила Гурудев вырос также в бенгальской семье проповедников, и он знал сотни песен о Кришне, о его играх, и одно из первых также наставлений Шрила Сридхара Махараджа было: ты должен забыть все, что ты знал до этого, и шаг за шагом учиться от меня снова. Meanwhile, in Vamanpara, Gurudev's mother, who was a young widow,
who had two other sons, were very much in anxiety. Where did Dharmadas go? He's not coming back. В тот момент, когда Шрила Гурудев примкнул к миссии Шрилы Шридхара Махараджа, матушка Гурудева была вдовой, то есть отец его только что оставил тело, и у нее было еще два сына, и она очень переживала, куда подевался ее сын Дхармадас. So Tarangini Devi, who's Gurudev's mother, rounded up many villagers from Vamanpara. They were all going to go get Gurudev back. И Тарангини собрала целое собрание соседей и друзей по деревне, и они отправились к Шриле Шридхара Махараджу, чтобы с боем забрать назад молодого Дхармадаса. And they tried and tried to get Gurudev to come back. Even at one point, they were pulling Gurudev, trying to pull him out of the mud, and he was holding onto the bars on windows, and they were pulling his legs, and this big chaos was going on. И как, в общем-то, чего и следовало ожидать, все закончилось большим криком и как бы скандалом, и в какой-то момент Гурудев держался просто за железные прутья окна, а деревенские жители за ноги пытались оторвать его. Gurudev was the eldest in the family and was responsible for the family after the death of his father. И Гурудев был старшим сыном в семье и должен был возглавить семью после ухода его отца. So there was all this pressure on him to become the head of the family and the future of the family and to provide for the family. Поэтому на нем была огромная ответственность принять это положение и заботиться о семье и всех братьях и родственниках. Then one of the villagers realized this is pointless and futile, and he's not going to come, and even if he does, he's going to come back and just stop all this chaos. И в какой-то момент кому-то пришла здравая мысль в голову, что даже если им удастся все-таки отодрать его от оконных решеток и увезти домой, то все равно он вернется снова и бесполезно устраивать этот скандал и крик. So they made some compromise. They sat with Srila Sridhar Maharaj and they discussed how Tarangini can come, take shelter, stay in the mud. He will take care of her. The two sons, they became disciples of Srila Sridhar Maharaj, Vishwarup and Dhananjaya Prabhu. That they can come, take shelter, stay. И тогда решили решить вопрос полюбовно. Они сели и обсудили все с Шрилой Шридхаром Махараджем, пришли к заключению, что в какой-то момент Тарангини, матушка Шрилы Гурудева, также сможет прийти и жить в храме, и его братья также смогут в любой момент жить и останавливаться в храме. И братья Гурудева тоже получили посвящение у Шрилы Шридхара Махараджа и имя Дхананджая и Вишваруп. All the family became Vaishnavas and disciples of Srila Sridhar Maharaj and lived in the mart and everything was harmonized. Вся семья получила посвящение у Шрилы Гурудева и приняла вайшнавскую линию по посвящению у Шрилы Шридхара Махараджа и приняла вайшнавскую линию Шрилы Шридхара Махараджа. Then in 1985, it was after so much pleading with Gurudev to take sannyas, you take over, and I want to transfer everything to you, otherwise I'll break everything. И в 1985 году, после длительных уговоров и настояний, Шрила Говинда Махарадж принял саньяс, отреченный уклад у Шрилы Шридхара Махараджа. И, то есть там такая предыстория была, что Шрила Шридхар Махарадж в какой-то момент сказал:
либо ты принимаешь саньяс и возглавляешь эту миссию, либо я разберу ее по кирпичикам и сравняю с землей. After so many years of pleading, finally, Srila Gurudev, knowing this is not a position to be eager for, guru position, sannyasi, so much respect, he preferred, I will just assist somebody and stay downstairs, I'll clean and manage, and he was very reluctant to accept. Шрила Гурудев всегда был полностью предан миссии Шрилы Шридхара Махараджа, всегда служил и не оставляя это служение ни на день, но он не хотел занять положение главного гуру, главного саньяси, поэтому он всегда хотел служить миссии, но не занимая какого-то главенствующего положения. Но такова была воля Шрилы Шридхара Махараджа. That's when he said, okay, I surrender, I'm your goat, you can cut my neck off, whatever. Именно тогда Шрила Гурудев сказал, что я жертвенный козел Шрилы Шридхара Махараджа, что он пожелает сделать, пусть он делает. Если он желает отрезать мне шею, ради Бога. To be a goat in West Bengal is not very, it's not very lucky or a very favorable thing. One of these days you're going to get offered to Kali, Durga, sacrificed somehow to somebody. Быть козлом в Бенгалии так же непрестижно, как и в России. Там в какой-то момент обязательно отрубят голову и принесут в жертву Кали. So Gurudev decided, I'm your goat. You can do whatever you want with me. I'm your sacrificial goat. I'm ready. Get chopped. И Гурудев сказал, ну я принимаю это положение, я жертвенное подношение, жертвенный козел и готов расстаться со своей головой на жертвенном одре. And Gurudev took sannyas and received the name Sundar Govinda, Bhakti Sundar Govinda. That was Srila Sridhar Maharaj's favorite name of Krishna, Govinda. Так Шрила Гурудев принял саньяс и получил имя Бхакти Сундар Говинда. Говинда было самое любимое имя Кришны у Шрилы Шридхара Махараджа. Srila Sridhar Maharaj named his deities Govinda Sundar and his favorite devotee Sundar Govinda. Шрила Шридхар Махарадж назвал свои божества Говинда Сундар, а своего самого любимого преданного Сундар Говинда. In this way, he was relieved, and Gurudev was taking his service responsibility, and eventually was beginning the initiations, and Srila Sridhar Maharaj could be in the background more and happier and supporting in the background. После того, как Шрила Гурудев принял саньяс и занял свое положение лидера Шри Чайтанья Сарасвати Матха, Шрила Шридхар Махарадж был счастлив, ощутил большое облегчение, и через какое-то время Шрила Гурудев стал давать инициации как начале миссии. One occasion, Gurudev was not in the mat, and some devotees came for initiation, and in Gurudev's absence, Srila Sridhar Maharaj performed Ritvik initiation on his behalf. И в какой-то момент, когда Шрила Гурудев был где-то в отъезде по делам, пришел преданный, который должен был получить инициацию, и так как Шрила Гурудева не было в Мадхе в тот момент, инициацию дал Шрила Шридхар Махарадж, но как ритвик Гурудева. То есть он дал инициацию от имени Шрилы Гурудева, как посредник от имени Шрилы Гурудева. And it was Srila Sridhar Maharaj's last wish that everyone follow Govinda Maharaj, otherwise he'll break the mat, destroy everything. You missed the fire, flames came out. И
такова была последняя воля Шрилы Шридхара Махараджа, что все должны принять Говинду Махараджа, а те, кто не могут принять Говинду Махараджа, должны уйти из массы. He even took Goswami Maharaj. Srila Sridhar Maharaj grabbed Goswami Maharaj by the shoulders and shook him and he said, "You help Govinda Maharaj." И в последние дни, как рассказывал Госвами Махарадж, Шрила Шридхар Махарадж позвал к себе Госвами Махараджа, обхватил его за плечи и тряс какое-то время, спрашивая снова и снова: ты будешь помогать Говинде Махараджу, ты примешь Говинду Махараджа, ты должен помогать Говинде Махараджу. So he was relieved and he got his way, his wish became true. Then in 1988, in August, I believe 12th August, he disappeared from this world. И когда все было устроено и миссия была полностью передана его любимому ученику и последователю Говинде Махараджу, Шрила Шридхар Махарадж оставил этот мир в 1988 году. Earthquakes shook all of Bengal, and there was a huge impact in his departure. Even there was one very, very old mango tree that was standing near where the Samadhi Mandir was going to be built. It disappeared same day. И все мироздание, казалось, сотряслось от ухода Шрилы Шридхара Махараджа. В Бенгале было большое, в мире в Бенгале было большое землетрясение в момент ухода Шрилы Шридхара Махараджа. И на месте, где Гурудев собирался построить Самадхи Мандир Шрилы Шридхара Махараджа, росло большое манговое дерево. И по обычаю матки не срывали деревья. Но в день ухода Шрилы Шридхара Махараджа также и высохло это дерево, ушло это дерево, таким образом освобождая место для Самадхи Мандира Шрилы Шридхара Махараджа. Actually, that mango tree was a little bit in the way of the Samadhi where it was going to be built, and it knew it's in the way, and it just disappeared, and also in separation of Srila Sridhar Maharaj. Это дерево, оно находилось практически, то есть из-за этого дерева нельзя было построить храм таким образом, как он должен был быть построен. И понимая это чувство разлуку со Шрилой Шридхаром Махараджем, дерево ушло вместе с Шридхаром Махараджем в тот же день. Gurudev took the wood from that mango tree and he made doors for the Samadhi Mandir out of that wood. И из ствола этого дерева были сделаны двери в Самадхи Мандир Шрилы Шридхара Махараджа. So the appearance day of the Guru is the happiest day, the most magnanimous day of the world for us all. И день явления нашего гуру — это самый главный праздник для нас, самый счастливый день в году. Their appearance is like sunrise and disappearance like sunset. Явление Гурудева подобно восходу, а его уход подобен закату. They are not born and they don't die. Великие учителя не рождаются и не умирают. They appear and they disappear. Они в какой-то момент проявляются и в какой-то момент уходят из видимого плана. These are the pastimes of Srila Sridhar Maharaj, as much as I can express, and I pray I've not said anything wrong and that everyone will forgive me. Величие жизни и деяний Шрилы Шридхара Махараджа далеко за пределами моих способностей рассказывать об этом, но я сказала, что могла, и молюсь, чтобы не сказать что-то неправильное или не совершить каких-то оскорблений.